От пациентки ЧАЗН заболевание первично диагностировали в 2021 году по обследованию АКТ в динамике С 2021 года постоянное ухудшение. По УЗИ глаз также диагностировали атрофию зрительных нервов. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 1995 года рождения. Дата исследования 20 апреля 2024 года. В динамике с МРТ от 7 августа 2023 года. Область исследования – орбиты. На серии МР-томограмм, взвешенных по Т1 и Т2 в аксиальной, корональной и сагитальной плоскостях, визуализированы и супратенториальные структуры. Глазницы имеют коническую форму, симметричны, в размерах не изменены, стенки их ровные, четкие. Глазные яблоки сферические, симметричны с обеих сторон, МР-структура глазных яблок без особенностей. Стенка глазных яблок четкая и ровная, равномерной толщины. Объемных патологических образований в орбите и в ретробульбарной клетчатке не определяется. Глазодвигательные мышцы не изменены. Зрительные нервы минимально асимметричны, D больше, чем S. Их внутриорбитальная порция справа толщиной до 3,1 мм и слева толщиной до 2,9 мм, ранее 3,3 и 3,0 мм. Данных за наличие отека оболочек зрительных нервов не получено. Супрасилярная цистерна пролоббирует в полость турецкого седла. Расстояние от хиазмы до гипофиза 9 мм. Высота гипофиза 4 мм, ранее 8 и 5 мм соответственно. При введении контраста очаги патологической васкуляризации не выявлены. Заключение. МР-картина – картина двухсторонней атрофии зрительных нервов, формирование пустого турецкого седла. По сравнению с заключением МРТ от 7 августа 2023 года, минимальное уменьшение толщины зрительных нервов и явлений внутричерепной гипертензии. Рекомендована консультация офтальмолога, невролога. 30 мая 2024 года. К.М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. По сравнению с прошлым годом, толщина зрительных нервов уменьшилась, явления внутричерепной гипертензии увеличились, динамика отрицательна. Вам нужно проконсультироваться у невролога и офтальмолога.